Игра Euro Truck Simulator 2 вышла еще в 2012 году, но до сих пор имеет большое и активное комьюнити. Да и сами разработчики не забросили игру и продолжают ее развивать, периодически выпуская новые дополнения. Я никогда не был любителем гонок или автосимуляторов, да и тематика дальнобойщиков меня никогда не прельщала. Но когда я узнал, что в Euro Truck Simulator 2 официально добавили поддержку VR-шлема, решил опробовать и окунуться в эту атмосферу. Я даже скажу больше, ради этого я нашел на Авито в отличном состоянии руль Logitech Driving Force GT. А то как можно играть в автосимулятор без руля, педалей и коробки передач? Находясь еще и в VR-шлеме, игра открывается совершенно по-новому и в разы улучшает некоторые возможности и так классной игры. В своих обзорах я разбираю игры по пунктам: сюжет, геймплей, графика, звук и технические характеристики. В данном случае я буду разбирать то, как на эти пункты влияет VR-шлем, что он улучшает или наоборот делает хуже, или может просто стоит играть с одним рулем на мониторе. С вами Ген VR и переходим к обзору. Игру сделала студия SCS Software. Конкретно под VR они еще игры не делали, но официальная поддержка есть на двух их проектах: Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Определенного сюжета в ETS 2 нет, это больше похоже на открытый мир, где ты развиваешься, как тебе больше нравится. Сам VR-шлем на это никак не влияет, поэтому переходим к самому интересному – геймплею. Euro Truck Simulator 2 славится своей проработанной механикой грузовиков, отношением к мелочам, шикарной атмосферой сути работы дальнобойщика. Все эти ощущения усиливаются, когда вы находитесь в VR-шлеме. Такое сложно передать словами. Ты действительно находишься в салоне грузовика. Когда ты едешь по дороге, крутишь руль, смотришь по сторонам, ничего тебя не выбивает из ощущения правдоподобности происходящего. В этой игре прекрасно воссоздана физика и возможности настоящего грузовика, максимально реалистично реализованы дороги, разметка, знаки и правила дорожного движения. И благодаря рулю и VR-шлему можно действительно практиковать навыки вождения. Я вам скажу больше, на момент этого обзора я хожу в автошколу, сдаю на права, уже было больше 10 уроков по вождению, и я не вижу сильной разницы между игрой и реальностью. Да, тебя не потрясывает при движении, при остановке тебя не тянет вперед, как в реальности. В этом плане игровой руль пытается помочь как может своими различными вибрациями. Но остальное все как в жизни. Например, чтобы припарковаться или перестроиться с одной полосы на другую, надо смотреть в зеркала. Когда вы играете на мониторе, вам надо нажимать на кнопки, поворачивать камеру. В VR-шлеме это можно сделать просто повернув голову. Можно высунуться из окна и посмотреть, что там сзади. Самое классное и в то же время самое сложное – это парковать доставленный груз. Я категорически не меняю вид камеры и всегда паркую так, как это делают настоящие водители грузовиков. Первые разы давалось очень сложно, мог парковать по 10-20 минут. Теперь это дается за 1-2 минуты. И в эти моменты, когда крутишься туда-сюда, постоянно переключаешь коробку передач, я забываю, что я в игре и ощущаю себя в реальной машине. Это очень круто. Из минусов не совсем хорошо адаптировано меню игры под VR-шлем. В большинстве случаев картинки все плоские, особенно при покупке грузовиков или различных настройках. Тебе приходится двигать камеру мышкой, а не головой. На загрузке вообще приклеенная перед носом картинка, которая при движении головой двигается вместе с тобой так, как будто головой ты не двигаешь. Из-за чего может немного подташнивать и кружиться голова. Но учитывая, какие возможности и ощущения нам предоставляет игра с рулем и VR-шлемом, это все мелочи. Тем более, что сама функция поддержки VR-режима еще в бета-версии и периодически дорабатывается, и с каждым выходом обновления становится все лучше. Переходим к графике.
Графика в игре достаточно хороша. Особенно для игры 2012 года это вообще супер. Есть, конечно, некоторые минусы, их особенно видно в VR-шлеме. Это в основном связано с растительностью. Деревья и трава выглядят очень рисованно и неестественно. Если вглядываться, то фон немного выдает свои слабости. Во всех остальных 99% случаев графика полностью окунает во все происходящее вокруг. Особенно, когда идет дождь. Это что-то с чем-то. Когда ты в шлеме видишь, как капли дождя бьют тебе по стеклам, думаешь, как хорошо, что я внутри кабины, тут так тепло, уютно. Ночь тоже шикарно сделана. Фонарные столбы освещают дорогу, фары проезжающих мимо тебя машин, ближние фары грузовика, внутри салона тоже всякие лампочки, подсвеченные цифры. Это очень правдоподобно ощущается. Но чтобы была такая графика в шлеме, надо ставить высокие настройки и, соответственно, иметь мощный ПК. Про технические характеристики мы поговорим чуть позже, а пока переходим к звуку. Со звуком в игре все отлично, все прекрасно гармонирует с атмосферой и всем происходящим. Единственное, чего мне не хватает, это звука шин при резком торможении. Сколько раз такое было, но ни разу даже отдаленно не слышал. Но, возможно, это только у меня так. Радиостанций очень много, но работают почему-то не все. Не знаю, в чем причина. Я думал, что некоторые станции работают в зависимости от региона, в котором ты находишься, но вроде нет. Напишите в комментариях, если у вас тоже не все станции работают. И переходим к техническим характеристикам. В техническом плане игра не сильно требовательная, но если учитывать, какие системные требования для ПК VR-игр, то это одни из самых минимальных. Но если мы говорим про игру в VR-шлеме, то комп от нее нагревается знатно. У меня стоит видеокарта GeForce 2070 Super, и по ощущениям ее как будто не хватает. Некоторые настройки пришлось чуть-чуть опустить. На диске базовая версия игры занимает чуть больше 11 гигабайт. Отдельной игры для автономного шлема Quest 2 нет, только с подключением к ПК. Поэтому размер игры будет такой же. По оценкам, в Steam у игры в среднем крайне положительные обзоры. По цене в Steam базовая версия игры стоит 599 рублей, но на нее очень часто бывают скидки, и если дождаться, то можно взять за 149. Дополнений на эту игру очень много. Как я уже говорил, периодически выходят новые, и большинство из них весьма полезные. Новые территории, страны, грузовики, аксессуары, которые делают игру еще интересней. Некоторые стоят столько же или больше, чем сама основная игра, но на них тоже также периодически бывают скидки. Как по мне, именно с рулем и VR-шлемом игра раскрывается по максимуму. Как будто так ее и задумывали сами разработчики. Ведь даже просто ощущение себя в кабине грузовика уже создает неизгладимые впечатления. Поэтому огромное спасибо разработчикам за то, что добавили VR-режим. И вам тоже большое спасибо за то, что досмотрели до конца. С вами был Ген VR, и помните, что будущее уже наступило. Просто не все об этом знают. Скоро увидимся.